Всем привет! Вы на канале На велике с бананом, меня зовут Игорь, и сегодня попробуем разобраться, как же выбрать новый велосипед, на что обратить внимание новичкам при выборе и как не переплатить за ненужные функции. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь и пишите комментарии, вы очень этим помогаете моему каналу. Спасибо партнеру сегодняшнего выпуска, веломагазину Галерия Роверова, за то, что пустили нас поснимать. Здесь вы найдете множество велосипедов, аксессуаров, велоодежды, а также сможете отдать велосипед на сервис. Контакты и ссылка на сайт магазина в описании. Моделей велосипедов в наше время огромное множество, и все они сильно отличаются друг от друга по сотням параметров. Для начала вам надо определиться с типом велосипеда. Самые основные типы это МТБ, его чаще называют горный велосипед, гравийные, они же гревелы, шоссейные, городские и гибридные. Перед тем, как выбрать тип велосипеда, вам надо сразу решить, где вы планируете ездить. По лесам и гравийкам или по ровному асфальту и заезжать в лес вообще не планируете. А может вы просто хотите по городу прокатиться за хлебом в магазин. Все это разные велосипеды. Давайте немного пройдемся по каждому типу. МТБ, пожалуй, самый покупаемый велосипед. У него широкие колеса с агрессивным протектором, амортизатор спереди и может быть в центре рамы. На этих велосипедах ездят как в городе, так и за его пределами по трассам. Но создан он специально для сложных рельефов. Леса, горы, ямы, корни, пески, грязь и прочие подобные прелести. Если вы не фанат таких путешествий, то и покупать такого плана велосипед нет необходимости. Да, ездить на нем по городу и по трассам вам никто не запретит, но такие дороги будут даваться вам сложнее. Во-первых, амортизатор гасит скорость, а во-вторых, широкие шины не дают ехать быстро. И плюс система передач создана у них для гор, а не для поездок по трассам. У МТБ руль всегда ровный и бывает разной длины. Он плохо подходит для дальних поездок, потому как по сути у вас есть один-два варианта хвата, что на длительных дистанциях сильно утомляет ваши суставы на руках. Я проехал на таком велосипеде около 6000 км и знаю, о чем говорю. Второй тип – гравийные велосипеды или гревелы. Прародителем этого типа велосипедов считаются шоссейные велосипеды, от которых пошли такие узкоспециализированные велосипеды, как циклокроссы и туринговые, от которых уже в свою очередь и пошли гравийные. В последнее время гревелы пользуются большой популярностью. У таких велосипедов обычно нет амортизаторов, но уже есть модели с ними. Шины предназначены как для асфальта, так и для лесных троп и гравия. Они уже, чем у МТБ, но шире, чем у шоссейных велосипедов. Плюс покрышки обычно ставятся на них полуслики с неагрессивным протектором для более ровных трасс. У него более удобный для дальних поездок руль баран. У такого руля есть 3-4 разных хвата, что делает езду более комфортной. Плюс такие велосипеды более аэродинамичные за счет более низкой посадки велосипедиста, легкой рамы и ее специальной конструкции. Еще особенность этого типа велосипеда в том, что вы можете легко поставить на него как узкие шоссейные шины и ездить на нем почти как на шоссейном велосипеде, так и при необходимости можете установить и широкие покрышки где-то до 50-52 мм шириной в зависимости от модели велосипеда. Такой велосипед подойдет тем, кто ездит на дальние расстояния, при этом часто заезжает в лес или на гравийные дороги, но при этом не ездит по сложным трассам с горками, камнями, корнями и так далее. Шоссейный велосипед отличается от гревела тем, что у него стоят более тонкие сликовые колеса, у которых нет протектора, либо он очень условный. Рама еще более аэродинамичная и легкая. Посадка велосипедиста практически лежачая. В нем все создано для езды по ровному асфальту на большой скорости. На шоссейном велосипеде вам будет сложно ехать по гравию или по лесным тропам, даже по самым ровным. Он будет закапываться в любой песок и на нем легко упасть, если вы едете не по асфальту. На шоссерах устанавливают руль баран и систему передач для большей скорости. Гибридные велосипеды – это смесь гравийного, МТБ и шоссера. У этих велосипедов ровный руль, как у МТБ. У него может быть амортизатор, но чаще такой тип велосипеда идет без амортизатора. Шины чаще ставятся более тонкие, где-то до ширины 35-38 мм. И в принципе сам велосипед ближе к шоссейному типу. Предназначен в первую очередь для езды по городу, ровным дорогам, асфальту. Можно заехать на гравийку, но не стоит. Если вы не фанат руля барана, но хотите ездить быстро, то этот тип велосипеда вам подойдет. Городской велосипед, исходя из названия, нужен в первую очередь для поездок по городу. Они обычно очень тяжелые, имеют стальные рамы, предназначены для неспешных поездок недалеко от дома. На нем вы сильно не разгонитесь и не сможете ехать далеко. Скорее всего, у такого велосипеда будет большое мягкое седло, которое сделано для комфорта на близкие дистанции, и изогнутая рама для более удобной посадки, особенно для женщин.
Когда вы определились со стилем езды и выбрали тип велосипеда, переходим к выбору конкретной модели. И первое, на что надо обратить внимание, это определиться с размером рамы. Это крайне важно. От неправильно подобранного размера вам будет некомфортно ездить. Есть размеры в дюймах, есть в сантиметрах, есть в привычных буквенных обозначениях S, L, XL и так далее. Но важно, чтобы вы понимали такой момент. Рассказать в видео, как выбрать размер рамы, будет очень сложно, так как у каждого производителя свои размеры, своя геометрия рамы, свои нюансы. Поэтому тут есть два варианта. Первый – прийти в магазин и у консультанта попросить выбрать вам велосипед по размеру. Второй – искать сайты производителей и смотреть именно их таблицы с размерами. И после этого уже покупать нужный размер. Обычно размер рамы зависит от вашего роста. А вообще я рекомендую обязательно перед покупкой поездить на том велосипеде, который вам понравился, в разных размерах, чтобы понять, на каком вам удобнее ездить. С типом определились, с размером тоже. Теперь перейдем к навесному оборудованию и внешнему виду. И начнем с размера колес. На взрослых велосипедах ставят колеса диаметром 26, 27,5, 28 и 29 дюймов. Сегодня в принципе все сложнее находить 26 или 27,5 дюймовые колеса. А все чаще производители ставят колеса 28-29 дюймов. И я в принципе тоже рекомендую смотреть в сторону этого размера. Для справки. Колеса 28 и 29 дюймов отличаются только размером покрышки. Обод у обоих колес будет одинаковый. На гравийные, шоссейные и гибридные велосипеды сейчас ставят шины только 28 дюймов. Конечно, вы можете на обод гравийника поставить шину 29, но с завода идут именно 28. А на МТБ могут идти 26, 27,5, 28 и 29. И вот тут я рекомендую смотреть в сторону 29 колес. Если вы берете велосипед ребенку, то там все зависит от роста, и 26 дюймов обычно это максимальный размер, хотя не всегда. Перейдем к тормозам. Тормоза бывают трех видов: вибрейки, дисковые механические и дисковые гидравлические. Именно в таком порядке они идут от худших к лучшим и от дешевых к дорогим. Самые лучшие – это гидравлические тормоза. Торможение в них происходит за счет тормозной жидкости в суппортах. Хороши они тем, что тормозят быстро и четко, ручки нажимаются легко. Тормозные колодки сами подводятся ближе к диску в процессе стирания, но обслуживать их сложнее. Надо раз в год желательно менять тормозную жидкость, и по цене они самые дорогие. На втором месте механические дисковые тормоза. Торможение происходит за счет тросика. Они менее эффективны, чем гидравлика. Чтобы резко затормозить, надо сильно нажать на ручки тормоза, что некоторым велосипедистам может быть сложно. А при стирании колодок надо вручную подводить колодку к диску. Это несложно, но надо иметь в виду. Что касается вибрейков, то это самые простые тормоза, но и самые дешевые. Однако их довольно сложно регулировать. Кривой обод будет мешать нормальному торможению. А колодки по мере стирания надо будет подводить ближе к ободу, что сделать не так просто. С этими тормозами надо иметь некоторые навыки, чтобы можно было самостоятельно их настроить. Поэтому, если есть возможность, берите гидравлику, точно не пожалеете. Далее система передач. Спереди может стоять от 1 до 3 звезд, а сзади от 6 до 12. Но в современных велосипедах обычно сзади стоит от 8 до 12 скоростей, так как сзади чаще ставят кассеты, а 6 и 7 передач это трещотки. По сути, разницы для простого пользователя практически нет, но лучше берите велосипед с кассетой. На что влияет количество звезд и их размер? В первую очередь на то, с какой скоростью будет ехать ваш велосипед и как тяжело будет крутить педали. Во вторую очередь на количество оборудования на велосипеде. Если спереди стоит одна звезда, это значит, что у вас не будет переднего переключателя на раме и на руле, а это уберет лишнее оборудование и лишние действия во время езды. Но надо понимать, что в таком случае вы лишаете себя дополнительного регулирования скорости и нагрузки при педалировании. Что надо знать о размере звезд? Чем меньше спереди звезда, тем легче крутить педали, но будет ниже скорость. И чем звезда больше, тем сложнее педалировать, но можно развить выше скорость. А сзади наоборот. Чем меньше звезда, тем сложнее крутить педали и выше скорость. И чем больше звезда, тем легче крутить педали, но ниже скорость. Именно поэтому на горных велосипедах спереди часто стоит одна небольшая звезда, а сзади кассета очень большими звездами, чтобы было легко заехать на сложные горы. Но при этом на таком велосипеде сложно ехать на дальние расстояния, так как развить большую скорость непросто. У шоссейных велосипедов наоборот, спереди стоят большие звезды, а сзади более мелкие, так как на таких велосипедах в горы никто не ездит, ну или только если по асфальту. Им важна скорость, поэтому вам надо понять, как и где вы будете ездить, чтобы выбрать оптимальное соотношение скоростей.
У меня на велосипеде стоит 2 звезды спереди, а сзади 10. Это дает мне возможность ехать как в горке и проезжать сложные участки лесных дорог, так и развивать большую скорость на асфальте. Амортизаторы. Амортизаторы нужны для того, чтобы ездить по сильно неровным дорогам, преодолевать высокие уступы, прыгать с них или заскакивать. Бывают амортизаторы только спереди, хардтейлы, и спереди и сзади, двухподвесы. Про двухподвесы сразу скажу, что для простого обывателя, на мой взгляд, они бесполезны. Стоят кучу денег, а нужны только тем, кто скатывает с крутых гор и не хочет себе свернуть шею или отбить позвоночник о первую же кочку. Что же надо знать про амортизатор? Первое. Если вы ездите по городу, асфальту или легкому гравию, вам не нужен амортизатор. Второе. В дешевых моделях велосипедов амортизаторы — это очень условная штука. Они практически не работают, а через год использования могут просто стать жесткими и надо будет их чинить. Третье. Хороший амортизатор стоит хороших денег. Четвертое. Амортизатор — это дополнительное оборудование, а значит дополнительный ремонт, вес и стоимость. Так что 10 раз подумайте, нужен ли вам амортизатор или нет. Да, с ним приятнее ехать на гравийках, которые как стиральная доска, но вопрос, как часто вы по такому гравию ездите. Если все же решили брать с амортизатором, то берите воздушные. Их можно с помощью специального насоса подкачивать под разный вес велосипедиста и под разный рельеф. Хотите помягче — спустите давление, надо пожестче — накачайте. Качество оборудования. Часто слышу такую фразу: у меня стоит Shimano. В такой интонации, мол, это сразу должно о чем-то говорить. Это как сказать: у меня есть Mercedes, а какой именно, не уточнить. Так и у Shimano есть много вариантов. Из самых популярных производителей переключателей и всего оборудования могу выделить Shimano и SRAM. Или SRAM, кому как удобно говорить. Конечно, есть и другие производители, но их редко встретишь и часто на очень бюджетных моделях. Так вот, у каждого производителя есть уровни оборудования, а всех рассказывать нет смысла. Просто надо понимать, что чем выше уровень оборудования, тем оно дороже. Но и лучше работает, плавнее переключает передачи и дольше служит. Тут опять же все зависит от того, как вы ездите, сколько вы ездите и чего хотите от велосипеда. Если вам надо велосипед просто покататься на выходных с семьей, то берите Shimano или SRAM и не заморачивайтесь. Вам даже самого простого оборудования лет на 5 точно хватит, а может и на больше. Ну а если вы сразу хотите ездить много, далеко, прыгать по трамплинам или наваливать с горы по камням, то смотрите что-то получше. Но помните, что в случае поломки вы можете попасть на очень приличную сумму. Немного расскажу о велосипедных седлах. Я уже снимал ролик о том, как подобрать себе седло по размеру. Ссылку на него оставил в описании. И тут надо понимать, что в базовых версиях велосипедов ставят зачастую простые седла, просто чтобы продать велосипед. Так же как педали и грипсы. Никто не ставит контакты сразу или что-то дорогое. Поэтому, скорее всего, седло будет неудобным для вас. Но это не точно. И тут есть два варианта. Вы делаете замеры своих седалищных костей и ищете варианты с тем седлом, которое уже изначально вам максимально подойдет. Либо берете то, что есть, и потом просто докупаете другое седло, которое подойдет именно под ваши параметры. То же самое с педалями, грипсами, щитками и так далее. Все это легко докупается, стоит не сильно дорого, поэтому не стоит на это обращать внимание при покупке. И еще рекомендация для тех, кто берет свой первый велосипед. Не спешите брать что-то дорогое и крутое. Мы все знаем, что новая жизнь начинается с понедельника или с 1 числа. И если вы хотите купить велик именно по этой причине, то возьмите лучше что-то бэушное и не сильно дорогое, чтобы разобраться с вашим стилем катания, как вы будете использовать велосипед, как далеко ездить и так далее. Поездите на нем год-два, а уже второй и третий будете брать более осознанно. Именно такой путь я прошел сам. Сразу купил велик за $300 и 1,5 года отъездил на нем. А потом понял, что мне надо, и купил гревел. Сегодня мы прошлись по самым важным, на мой взгляд, параметрам велосипеда, которые важно знать новичкам. Катайтесь всегда, катайтесь везде, это весело и очень полезно. А на сегодня все. Спасибо вам за подписку, лайки и ваши комментарии. До новых видео. Пока-пока.